Привет! Вы на мегапопулярном канале компании «АвтоСтронг». Вас у нас уже 35 тысяч. Отмечаем вместе! Перед этим кликаем на колокольчик, подписываемся на канал и помним, что у нас очень качественные запчасти, качественный сервис и быстрая доставочка. И сегодня мы вам приготовили кое-что лакшери. Итак, встречаем Lexus IS. Семейство рядных шестицилиндровых двигателей Toyota 1G появилось в 1979 году. Эти двигатели были неубиваемой японской конструкцией с чугунным блоком. Более ранние экземпляры оснащались алюминиевым ГБЦ с двумя клапанами на цилиндр. Эти двигатели ориентированы на высокие мощностные характеристики. Кроме атмосферных были еще битурбированные, а также двигатели с компрессором. Этот двигатель в стоке развивает до 185 лошадиных сил. Большинство двигателей 1G можно встретить на автомобилях Toyota для собственного японского рынка. В Европе он ставился на Lexus IS. В Японии эта машина называется Toyota Altezza. Выпуск двигателя 1G был прекращен в 2008 году. Сегодня мы разбираем двигатель 1G FE BIMS, снятый с Lexus IS 2003 года. И этот двигатель очень отличается от своих ранних модификаций. В частности, у него оригинальный коленвал, поршни для степени сжатия 10:1, форсунки с новыми распылителями, новая ГБЦ, а также фазорегулятор на выпускном распредвале. Также эксклюзивно он оснащался коллектором с изменяемой длиной и электронной дроссельной заслонкой. И такой двигатель при 2 литрах и 6 цилиндрах развивает 160 лошадиных сил. И он несовместим по механическим деталям со своими предшественниками. Кстати, аббревиатура BIMS расшифровывается как Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System. Сажену привет! Прорывной двигатель с продвинутыми механизмами. Двигатель 1G FE очень надежен и вынослив. В руках нормального тюнера с него можно снять до 300 лошадиных сил. Здесь надо менять масло каждые 10 тысяч, заливать масло с вязкостью 5В20, а также уделять внимание топливному фильтру и свечам. Менять каждые 20 тысяч. Двигатель 1G часто потеет маслом. Обычно течь масла наблюдается по датчику давления. Также датчик давления часто выходит из строя, но он стоит недорого и легко меняется. Также течь масла наблюдается по клапанной крышке и по сальникам свечных колодцев, но у нас двигатель сухой. Если 1G перестает держать холостые обороты, то надо проверить дроссельную заслонку, датчик ее положения, а также клапан холостого хода. Обычно они нуждаются в настройке и чистке. Обильный масляной налет на дроссельной заслонке – это признак засорения сеток маслоотделителя в системе вентиляции картера. Катушки зажигания ходят примерно 100 тысяч километров и выходят из строя из-за неисправных свечей зажигания. Если двигатель 1G FE плохо заводится либо глохнет после запуска, а свечи, катушки и провода в порядке, то следует проверить форсунки. Скорее всего, одна из них вышла из строя. А теперь фокус. Вот заслонка, которая переключает воздух между длинными и короткими каналами. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, приводит выпускной распредвал, маслонасос. Менять ремень надо каждые 100 тысяч километров, и заметим, что на нашем моторе ремень недавно меняли. Ух, как же здесь все идеально и хорошо. Два распредвала у нас просто в идеальном состоянии. Здесь по 4 клапана на цилиндр, и тепловые зазоры надо регулировать каждые 20 тысяч километров толкателями-стаканчиками.
Шестерня маслонасоса крепится гайкой и крохотной шпонкой. Если постоянно педалировать до отсечки, так то шпонка не выдерживает, шестерня прокручивается, и тогда маслонасос перестает работать. И тогда двигатель очень быстро погибает от масляного голодания. Если пренебрегать заменой масла, то на плунжере клапана VVTi может образоваться шлак. Из-за этого может заклинить шток. Обратим внимание, если муфта газораспределения одна, то она обычно стоит на впускном распредвале. Здесь же муфта VVTi стоит на выпускном распредвале. Таким образом, регулировка раннего, позднего открытия-закрытия впускных-выпускных клапанов происходит синхронно. Муфта сделает этот двигатель капризнее, то есть при использовании некачественного масла или выходе ее из строя, двигатель начинает работать с характерным шумом, стрекотом и дизелением. Помогает лишь только замена этой дорогостоящей детали. Мы не можем назвать этот блок идеальным, потому что на стенках цилиндров присутствуют потертости в местах контакта с юбками поршней. Это не задиры, на ощупь они не ощущаются, то есть выработка минимальная. И можно отметить, что эти следы побежалости абсолютно равномерны на всех цилиндрах. В картере у нас все по красоте, здоровый масляный загар, без нагара и примесей. Сеточка маслозаборника девственно чистая. Сейчас снимем поршни и посмотрим состояние коленвала. Поршни у нас пробежавшие, виден износ графитового напыления. По компрессионным кольцам вопросов нет, по маслосъемному кольцу тоже нет. Обратите внимание, что у нас оно наборное и широкое, и что самое важное, в поршне 8 отверстий для отвода масла. Вот так и должно быть. А что касается шатунных вкладышей, они у нас бодрячком. С коренными вкладышами у нас все норм, но вкладыш 7-й опоры подозрительный. Но по состоянию шейки сказать этого нельзя, потому что она визуально выглядит отлично. Ну и к состоянию остальных шеек у нас тоже вопросов нет.
Разборка закончена, и сегодня мы разобрали олдскульный и очень надежный мотор Lexus и рассказали про все его косяки, которых, к слову, здесь не нашлось. Вы часто спрашиваете у нас в комментариях про наш проект «И-бит и крашен». Мы вот-вот докрасим машину, и скоро будет 3-й выпуск. Так что поэтому подписываемся на канал, ставим большой палец вверх, заходим на наши соцсети, заходим на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти. И помните, с вами была компания «АвтоСтронг».